очередной раз 25 метров вниз по сеточке. Где вход такой? А вот куда Леха лезет? Еще метров 10. Вот мы наконец забрались в пещерный комплекс Ухо. Это культовая пещера, которая находится возле села Селявное Воронежской области. Интересно то, что датируется этот памятник примерно 18-19 веком. Как он образовался? Люди, которые посетили с паломническими целями Киево-Печерскую лавру, они были впечатлены подвигом молитвенным монахов и пещерами, которые использовались для молитвы, и решили вот создать здесь на Воронежской земле нечто подобное. Сейчас мы двигаемся вглубь комплекса к пещерному храму. Комплекс заложен в меловой породе, вырублен вручную. Жалко, что все изрисовано мандалами, но тем не менее впечатление оставляет. Сейчас я стою в подземном храме. Так, надо сориентироваться, где же тут алтарь. С какой стороны? По всей видимости, вот он. Два прохода. Один слева, другой справа. Один поуже, другой пошире. Интересный на потолке. Интересный такой купол. В общем, имитирует все это дело нормальный храм, находящийся на поверхности. Вон летучая мышка. Заходим в алтарь. Алтарная часть с проломом, но пролом, мне кажется, здесь не должно было быть. Точно, это потом уже для чего-то разбили, непонятно. Ну, в общем, да, конечно, комплекс попорчен. И вот она трещина, в которую разработчики уперлись и, видимо, бросили все это дело. Как ты говоришь, эта штука называется? Трещина бортового отпора. Бортового отпора. То есть это конец, мы углубились, насколько могли, вглубь, правильно? Вглубь холма. Ну вот они сюда уперлись, все это стало сыпаться, и они вдруг... Порода инвертирована, изнесена. Те, кто пытались купать, решили, что это опасно. Но они правильно решили, потому что там метра на 3 точно видно. В общем, застрял там замковый камень. Видимо, это все осыпалось не вчера. И какая-то полость, такое ощущение, что она была еще до разработки. Так, а вот это влево, оно соединяется все, да? Все, мы вышли сюда опять в этот молитвенный зал. Да. Ну вот интересно, какое назначение у этого места. Какие-нибудь версии есть? Там есть глубокие пещеры, а у них высокие гробницы. Ой, нет, ну это все из разряда. Там светят звезды Люцифера и бродят. Ой, не надо про Люцифера.
Нет больше хода. А все, мы уперлись. А вот интересно, такое ощущение, что это незаконченная какая-то часть. Смотрите, грубая, в принципе, то есть стенка не зашлифована. А вот как рубили каким-то инструментом. Чем разработать? Ну, я не знаю, может быть кайлом, может быть как какой-то скорпелью или теслом каким-то. Ребята, для покорок требуем инвестировать на заказ. Смотри, более грубая обработка породы. А вот это рисунки или нет? Нет. Двигайтесь сюда. Смотри, это старинный рисунок. Здесь изображена колокольня. Да, граффити старое, а мы мимо него пробежали. Да, но с другой стороны есть еще одна колокольня у тебя за спиной. Будь внимателен. Точно. Ну, она, кажется, не такая. Нет, А она другая, да. вот так при боковом свете с этого. Вон та, конечно, интереснее сделана. А там просто более глубоко. Сейчас пытаемся забраться в часть той же пещерной системы, которая отрезана обвалом берега. Здесь закреплена сетка. Ну, под нами метров 25. Человека-паука копируем. Вот, осталось немножечко сейчас. Уже чуть-чуть. Вот здесь есть такая. Щелочка. Можно было там залезть. Но здесь интереснее. Давай. Я вам честно скажу, здесь мало кто бывал, сюда не лазит. В нее вообще мало кто знает. Я ее случайно обнаружил. Это надо, конечно, у археологов спрашивать и у историков. Но вот интересная какая-то архитектурная форма, как бы я не в алтаре находился, я боюсь. Тоже все, конечно, все разрисовано очень сильно. Мел абсолютно белый, и я уже такой же весь белый, как этот мел.